Невероятно упрямый, настойчивый и вспыльчивый землекоп, способный поставить на место заметно превосходящих в размерах животных. С ним не связываются даже опасные хищники, и горе тому, кто попытается посягнуть на его добычу. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – американский барсук. Американский барсук уже был героем предыдущих выпусков, но его свирепость и наглость продолжают удивлять. При относительно скромных размерах этот хищник может стать настоящей проблемой для любителей легкой наживы, ведь даже острые зубы вместо того, чтобы наносить увечья, попросту утопают в толстой шкуре зверя. Численное превосходство также не упрощает задачу, ведь найти уязвимое место барсука – настоящая проблема. К тому же он всегда готов дать отпор, поэтому итогом для разбойников будет лишь потраченное впустую время. Однако койоты не самые опасные враги. Их близкие родственники серые волки гораздо крупнее, сильнее и организованнее. От таких хищников точно стоит держаться подальше. Но барсука в первую очередь волнует добыча провизии, и он совершенно не обращает внимания на незваных гостей. И хотя это лишь подростки, их внимание не ограничивается любопытством. Такая назойливость вынуждает зверя принимать ответные меры, поэтому хищники не решаются нападать в полную силу, ведь в противном случае можно ощутить на себе все прелести острых зубов барсука, который владеет мастерством укусов не хуже остальных, а в отчаянной ситуации становится очень проворным. Поэтому противники держат дистанцию и вскоре теряют интерес к опасному объекту. И это неудивительно, ведь волшебная шкура способна выдержать натиск зубов даже такого свирепого охотника, как пума. Большая кошка безуспешно пытается найти слабое место, однако ни ее острые когти, ни длинные клыки не причиняют барсуку никакого вреда, и даже удушающий прием не имеет эффекта. Однако эти встречи меркнут перед схваткой с настоящим тяжеловесом северного полушария, которому почти нет равных в силе и свирепости. Чаще всего причиной подобных встреч становится разногласия по поводу найденной добычи, и в этом случае стычке предшествует разминка с койотом, который первым нашел замороженный трофей. Однако он спешно покинул поле брани при появлении грозного хозяина леса, ведь такие трудности одиночке ни к чему, и гораздо удобнее наблюдать за происходящим на почтенном расстоянии. Однако для барсука размер конкурента не имеет значения, поэтому совсем скоро он целиком завладел вниманием разгневанного косолапого. Пасть медведя таит смертельную опасность для всего живого, но изворотливость барсука поражает, и более того, он пытается атаковать в ответ. Против такого гиганта усилия зверька напрасны, однако в неравном бою умелый землекоп способен быстро скрыться от противника, который после напрасных раскопок теряет к нему интерес и возвращается к предмету спора. Почему же этот зверь отличается столь бесстрашным и агрессивным нравом? Возможно, дело в том, что рядом с ним обитает множество хищников, заметно превосходящих в размерах, и каждый из них постоянно находится в поисках пищи. Барсук же в силу физиологических особенностей не может похвастаться ни скоростью, ни эффективной маскировкой. Конечно, он способен затаиться в норе, но спасительное логово может быть слишком далеко. При этом догнать барсука не составит труда даже неопытным охотникам. И именно здесь на помощь приходит скверный характер. В остальном же американский барсук, пожалуй, один из лучших землекопов среди хищников, ведь он способен не только орудовать длинными когтями, но и активно использовать задние ноги, чтобы избавиться от лишнего песка. В этом деле конкуренцию может составить лишь другой барсук, общество которого совершенно не радует, и чтобы проучить наглеца, используются самые грязные приемы, ведь нет ничего лучше, чем забросать соперника землей. Другой барсук отвечает тем же, что в итоге приводит к прямому столкновению. Но, невзирая на всю свирепость, животные вряд ли причинят друг другу вред, ведь их шкура невосприимчива и к укусам себе подобных. Тем не менее, схватка становится проверкой на выносливость и терпение, ведь копать на выбранном участке вдвоем непозволительно.
Копание используется не столько для строительства убежищ, сколько для поиска пищи. Голодному барсуку ничего не стоит разворотить самое надежное укрытие, и меньше всего ему нравится, когда кто-то вмешивается в столь важный процесс. Рысь – умелый и грозный хищник, но бронированный барсук готов быстро объяснить, на кого не стоит охотиться. Скоростное копание помогает застать врасплох большинство норных обитателей, но в этом случае лиса решает воспользоваться чужим успехом. Однако вырвать добычу из пасти барсука оказывается слишком тяжелой задачей, ведь этот зверь точно не из тех, кто желает делиться. Борьба за добычу превращается в перетягивание каната, и хотя перевес сил в пользу лисицы, настойчивости барсуку не занимать. Куда выше шансы у черного медведя, но даже он не решается применить грубую силу, ведь между ним и находкой встает маленький, но очень несговорчивый комок ярости. Если же добыча оказалась в зубах другого охотника, барсуку ничего не стоит заявить свои права, и рыси остается только смириться с наглым воришкой. Столь лакомый трофей не остается без внимания пернатого хищника, но цепкие когти не способны вырвать добычу у барсука, и чтобы никто не мешал наслаждаться трапезой, он способен в считанные минуты запрятать находку глубоко под землей. Но не каждую добычу можно мгновенно спрятать, поэтому ничего не мешает барсуку вступить в перепалку с пернатым охотником. Огромные когти орла куда опаснее в полете. На земле же ему совершенно неудобно сражаться с толстокожим зверем, который не собирается делиться с посторонним и пускает в дело всю свою ярость, чтобы прогнать огромного неприятеля. В итоге это один из немногих случаев, когда соперники решили, что пищи хватит им обоим. Способность противостоять превышающим в размерах противникам появляется у барсука уже в раннем возрасте, поэтому жалкие попытки рыси мгновенно пресекаются, а на серьезную драку быстро подтягивается подкрепление. Толстая шкура спасает барсука и при встрече с рептилиями, в том числе особенно ядовитыми, такими как этот гремучник, сигнал которого не воспринимается всерьез. Хотя даже у прочной брони есть изъяны, и при излишней наглости самые мелкие соседи могут доставить бесстрашному зверю немало хлопот. Зимой нагуленный осенью жир и более пышное одеяние делают барсука еще объемнее и защищеннее, поэтому в мороз он чувствует себя превосходно и может похвастаться не меньшей наглостью. В разы превосходящая в размерах и силе пума, словно безобидный котенок, нещадно изгоняется от замороженной туши. Посягнувший на находку койот даже не может подобраться, но здесь приходит на помощь хитрость, и пока барсук показывает свой нрав, этим пользуется другой воришка. В целом, умение не давать себя в обиду и проявлять настойчивость даже с куда более сильными соперниками помогает американскому барсуку чувствовать себя превосходно в самых сложных условиях. Поэтому в настоящий момент эти неутомимые землекопы процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!